Есть вещи, которые время не способно стереть. Они просто темнеют. Как старая осыпающаяся кинопленка, как въевшаяся в канвас кровь под тусклым угасающим светом пустеющей арены. Как память о человеке, которого слишком долго и искренне боялись, чтобы теперь признаться в этом вслух. Сегодня о Майке Тайсоне принято рассуждать хладнокровно. Слишком хладнокровно. Будто тот первобытный ужас можно аккуратно препарировать по кадрам, уменьшить в масштабе, рационализировать, а затем благополучно похоронить под безликим ярлыком. Медийный хайп, мешкобой, раскрученный бренд, грамотный видеомонтаж. Каждый раз эти оправдания со стороны критиков звучат одинаково. Так рассуждают люди, которые нашли остывший пепел и на этом основании решили, что бушующего огня никогда не существовало. Но ринг помнит иначе. Он помнит густой, почти осязаемый воздух перед гонгом. Помнит ту оглушительную тишину, в которой отчетливо слышно чужое прерывистое дыхание. Ринг помнит приземистую фигуру в глухих черных трусах, шагающую к центру канатов так, словно безжалостный свет софитов нужен этому парню лишь для одного — лучше разглядеть панику в глазах напротив. Без пафосной музыки на выход, без дежурной улыбки, без малейшей попытки понравиться публике. Тайсон не выглядел атлетом, пришедшим за победой и гонораром. Он выглядел палачом, который заранее знал, чем закончится сегодняшний вечер. Майк никогда не был антропометрическим гигантом тяжелого дивизиона. И именно эта деталь делала его по-настоящему жутким. Классические тяжеловесы привыкли доминировать снаружи. Их стихия — безопасная дистанция, расчетливый джеб, монотонный контроль пространства. Тайсон же это пространство безжалостно ломал. Ты выбрасываешь встречный удар, но его головы в этой точке уже нет. Делаешь спасительный шаг назад, а он каким-то чудом оказался еще ближе. Пытаешься клинчевать, связать ему руки, и в ту же секунду пропускаешь. Следом апперкот. И тут же добивание. Все происходило слишком быстро, слишком близко. Пространство четырехугольника стремительно сжималось, будто кирпичные стены двигались внутрь, лишая кислорода. В этот момент соперник осознавал главную фатальную истину. Он больше не хозяин этой дистанции. А если ты теряешь контроль над расстоянием в бою, остаток ночи обещает быть мучительным. Но чтобы разгадать феномен этой ярости, бессмысленно смотреть на блеск его чемпионских поясов. Нужно спуститься в Браунсвилл. Окраина Бруклина. Место, где детство пахло не домашним завтраком, а сырым асфальтом после затяжного дождя и холодным опасным бетоном подъездов. В этих кварталах человеческую слабость сканируют мгновенно. Маленький Майк был тихим, болезненно замкнутым ребенком с высоким, почти детским голосом и лишним весом. Его методично били, унижали, проверяли на излом каждый день. И самое парадоксальное в его мифологии заключается в том, что первоисточником этой великой силы был чистый, парализующий страх. Кошмар жил внутри самого Тайсона задолго до того, как он начал транслировать его на весь мир. Он рос там, где мальчикам слишком рано преподают базовый урок выживания. Если ты не научишься внушать опасность, тебя сожрут. По-настоящему. Дальше последовали уличные драки, бесконечные аресты, душные спецприемники. Среда, где каждый рассвет не делает тебя взрослее, он просто делает тебя жестче. Именно там, в беспросветной бруклинской темноте, постепенно выковывалось то, чему суждено было потрясти планету. Не будущий чемпион, оружие массового поражения. Старый Казда Амато разглядел в этом подростке ни хорошего и ни плохого парня. Он увидел первородный, неуправляемый хаос. И мудрый старик понял, этому хаосу жизненно необходима строгая геометрия. Без нее Тайсон стал бы очередной сломанной судьбой из гетто. С ней он превратился в проклятие тяжелого веса. Стиль пикабу, маятник, непрерывный нырок, взрывные, режущие углы входа. Но Каз ставил ему не просто технику удара. Он конструировал вокруг Майка удушающую атмосферу. Да Амато внушал ему, что поединок начинается задолго до официального гонга.
в полумраке подтрибунного коридора, в ледяном скрещении взглядов на взвешивание, в затяжной паузе перед выходом на публику. Страх изначально заложен в природу любого бойца. Задача — извлечь его из себя и заставить работать на уничтожение. И Майк впитал этот урок до капли. Он выходил на помост без дешевого театрального пафоса. Именно поэтому его образ пугал до дрожи. Человек, который отчаянно пытается казаться опасным, всегда фальшивит и переигрывает. Тайсон не играл. Он просто надвигался на тебя. Как неотвратимое, трагическое известие. В профессиональный бокс он не просто вошел. Он врезался в него, словно автокатастрофа на полной скорости. Развязки наступали пугающе мгновенно. Публика банально не успевала адаптироваться к увиденному. Еще секунду назад претендент твердо стоял на ногах в центре ринга. Он еще свято верил в разработанный план на бой. Еще отчетливо слышал подсказки тренера из угла, а уже через минуту стеклянным взглядом изучал ослепительные лампы под потолком. И эта феноменальная скорость расправ стала главным проклятием его исторического наследия. Тайсон делал топовых атлетов настолько беспомощными, ничтожными, жалкими, что спустя годы сытые зрители высокомерно заключили: значит, оппозиция изначально была слабой. Но так не работает страх. Если человек ломает дверь одним ударом, проблема не всегда в двери. Иногда проблема в том, кто стоит по другую сторону. 22 ноября 1986 года. Тревор Бербик. Бой за титул WBC. Майку ровно 20 лет. Важно помнить, Бербик на тот момент был легитимным, опасным чемпионом мира. Это принципиальный нюанс, потому что после встречи с Тайсоном многие элитные бойцы мгновенно превращались в испуганных статистов внутри собственных бенефисов. Во втором раунде Майк находит брешь в защите и вкладывается в удар. Бербик рушится на настил, пытается подняться. И в этот момент объективы телекамер выхватывают один из самых жутких кадров в истории бокса. Искалеченное сознание отчаянно приказывает телу встать, но нервная система наотрез отказывается подчиняться. Ноги буквально забыли, как держать баланс. Бербика швыряет из стороны в сторону. Он снова падает, снова цепляется за канаты. Словно левый хук Тайсона на долю секунды стер у взрослого мужчины саму механику человеческих движений. Потом появился Майкл Спинкс, человек, который должен был стать монументальной проверкой на прочность. Непобежденный линейный чемпион, обладатель олимпийского золота, гений тактики. Пресса тогда транслировала одно: вот теперь Майка ждет настоящее испытание. Гонг. 91 секунда. Иногда у людей целые карьеры не успевают начаться за этот промежуток времени. Тайсону уже хватило 1,5 минут, чтобы превратить главный поединок эпохи в мимолетный фрагмент архивной хроники. И вот на этой вершине абсолютного доминирования давайте раз и навсегда закроем миф. Он бил мешков. Джеймс Смит, Пинклон Томас, Тони Такер, Тони Тапс, Фрэнк Бруно, Альфонсо Ратлиф, Брюс Селдон, Тайрелл Бикс, Генри Тильман и великий Ларри Холмс, имевший за плечами 20 защит титула. 11 чемпионов мира, 3 олимпийских медалиста. Майк не дрался с прохожими. На пике своей формы он методично, под ноль, зачищал элиту мирового бокса. Вот почему сегодня термин «мешкобой» звучит нелепо. Люди пытаются обесценить масштаб разрушения, делая вид, будто разрушать изначально было нечего. Но у любой, даже самой мрачной легенды, рано или поздно наступает холодное похмельное утро. В далеком Токио Тайсон впервые за всю карьеру предстал перед миром обычным человеком. Измотанным, раздраженным, уязвимым. Джеймс Бастер Дуглас совершил невозможное. Он просто отказался его бояться. И этот психологический слом мгновенно перевернул весь сценарий. Раунд за раундом великий миф о непобедимости трещал по швам на глазах у изумленной публики. А затем Майк оказался на полу.
Человек, которого годами искренне считали вылитым из монолитного железа, пытался встать, вставляя капу под безжалостными лучами арены. В то морозное токийское утро миллионы людей у экранов впервые разглядели не безумного монстра. Они увидели потерянного, несчастного парня, который слишком долго и мучительно жил внутри созданного им самим экранного образа. А дальше хроника развивалась по наклонной. Тюрьма, бесконечные грязные скандалы, Холлифилд, откушенное ухо, Льюис. Но личная драма Тайсона никогда не укладывалась в рамки обычной спортивной неудачи. Это была трагедия человека, который сумел превратить свой внутренний страх в высокооплачиваемую профессию, но так и не научился существовать без этого допинга в реальной жизни. Но когда сегодня очередное поколение диванных экспертов пытается свести его наследие к банальному спору о хайпе и слабых соперниках, это выглядит по меньшей мере глупо. Животный парализующий страх невозможно удерживать в умах миллионов людей десятилетиями с помощью одного лишь удачного видеомонтажа. С вами был Стира Спорт. До встречи в ринге.